Все женщины, жившие в запретном городе в Китае, были тщательно изолированы в имперских покоях глубоко внутри дворца. Они были ограничены внутренним двором, и им было запрещено выходить за пределы северной части. Большинство женщин в запретном городе работали горничными и прислугой, но была и избранная группа наложниц, задачей которых было родить для императора столько детей, сколько она могла родить. Те, кто родили потомство мужского пола, были возведены в императорские жены, а императрица была на вершине иерархии. Красивых женщин отбирали в качестве шуну для двора еще во времена династии Цзинь. Во времена династии Мин, согласно уставу, все молодые незамужние женщины проходили процесс отбора шуну. Только девушки, которые были замужем или с подтвержденными физическими недостатками или уродствами, были освобождены от шуну. Но цинский император Шуинджи начал исключать большую часть населения, ограничив выбор 8 семьями, которые были в основном маньчжурскими и монгольскими. Совет по доходам начал слать чиновникам в столицу и провинциальные гарнизоны уведомления с просьбой заручиться поддержкой глав кланов. Затем официальные лица предоставляли список всех доступных женщин в штаб-квартиру командующего в Пекине и в налоговый совет. После этого совет по доходам устанавливал дату для выбора. Во времена династии Цин девушек в назначенный день провожали к воротам запретного города для осмотра. Их провожали родители или ближайшие родственники вместе с главами кланов и местными властями. Социальное происхождение не было препятствием, и многие императоры выбирали наложниц из широкой публики. Императрица была единственным исключением, ее всегда выбирали из семьи высокопоставленного чиновника. Будут отобрано менее сотни кандидатов, которые проведут несколько ночей с женщинами, специализирующимися на обучении горничных и управлении ими. Тела кандидатов проверялись на наличие кожных инфекций, волос на теле, запаха тела и так далее. Девушки также изучали такие искусства, как рисование, чтение, шахматы и танцы. Наконец, выдающиеся кандидатки проводили несколько дней, служа служанками матери императора и заботясь о ее повседневных нуждах. Они проходили дополнительные осмотры во время сна рядом с матерью императора, чтобы искоренить любые плохие ночные привычки, такие как храп, испускание запахов, разговоры или ходьба во сне. 50 лучших кандидатов проходили дополнительные экзамены и собеседования по математике, литературе и искусству и получали соответствующие оценки. 3 фавориток получали высший рейтинг имперских наложниц. Лишь немногие из тех, кто прошел через этот суровый процесс, бывали замеченными императором и завоевали его благосклонность. Большинство из них проведут свою жизнь в горьком одиночестве, и неудивительно, что среди наложниц царила политика и ревность. В этот период истории красота была скорее проклятием, чем благословением в Китае. Естественно, наложницам строго запрещалось заниматься сексом с кем-либо, кроме императора. За большей частью их деятельности наблюдали и контролировали евнухи, обладавшие огромной властью во дворце. Наложницы должны были вымыться и пройти осмотр у придворного врача, прежде чем император посетил их спальню. Имея в распоряжении императора сотни, а иногда и 1000 наложниц, любая дама, которую император почтил своим визитом, становилась предметом ревнивого соперничества. У наложниц были свои комнаты, и они заполняли свои дни нанесением макияжа, шитьем, занятиями различными искусствами и общением с другими наложницами. Многие из них проводили во дворце всю свою жизнь, не контактируя с императором. Количество супругов и наложниц варьировалось при разных императорах. Полигамия была обычной практикой в феодальном Китае, хотя только богатые мужчины из высшего и среднего класса могли позволить себе иметь нескольких жен. Это рассматривалось как подтверждение мужской потенции, а присутствие многих женщин считалось признаком мужественности мужчины. Акцент делался на продолжение рода и преемственности фамилии отца. В случае с императором гарантия наследника престола имела первостепенное значение. Главная жена была выше всех остальных жен. Она отвечала за подчинение высшим принципам полигамии и наставляла других жен в гармоничном поведении для общего блага. Женщины, особенно главная жена, должны были подняться над своими земными эмоциями.
Вера в то, что они жили ради высшей цели, по-видимому, помогала вытеснить чувство горечи, ревности и соперничества. У мужа не должно быть любимца, и ни одна из жен не должна монополизировать мужчину. Любовь должна была распределяться между женами поровну, что фактически означало неприемлемость страстной привязанности. Каждая династия имела свой набор титулов и рангов для имперских жен. Императрица занимала первое место, а ниже ее эшелоны заполняли другие жены. Большинство жен занимали низшие эшелоны. Иерархия определялась в определенное время, например, когда новая жена присоединялась к императорской семье и получала ранг. Считалось, что организация сексуальной жизни императора необходима для поддержания благополучия всей Китайской империи. Китайские календари X века использовались не для учета времени, а скорее для контроля сексуального графика императора. Ротация наложниц, спящих с императором, была строго регламентирована.